Всем привет! Я Виктория Папшева и добро пожаловать на мой канал. Недавно у ФИМа появилась новинка – полимерная глина с эффектом кожи. Наконец-то эта глина есть и у меня. И мне не терпится поделиться с вами своими впечатлениями от этой новинки. В этом видео я расскажу о ее свойствах и особенностях, а также покажу, как из этого удивительного материала создать интересный браслет. Приступаю к работе. Достаю из пачки пластику и начинаю ее разминать. Первое, на что я обратила внимание, это фактура глины. Присутствует небольшая рыхлость и зернистость. Это существенно отличает ее от обычной пластики. Кроме того, эта глина очень мягкая. Раскатываю тонкий пласт. У меня это 8-я толщина пастомашины. Лучше всего начинать прокатывать пластику с самой большой толщины, постепенно ее уменьшая. Как вы видите, глина имеет фактуру, которая напоминает настоящую кожу. На пласт глины кладу заранее подготовленный бумажный шаблон и вырезаю по нему 2 детали, немного отступив от края шаблона. Затем перекладываю детали на стекло, беру текстурный лист с фактурой кожи и с помощью него делаю на полосках глины оттиск. После этого отправляю полоски глины с фактурой запекаться. Полоски запеклись и остыли. Смотрим, что у нас получилось. Результат меня просто поразил. Посмотрите, насколько гибкими и пластичными стали полоски глины. Полоска настолько хорошо гнется, что ее легко можно закрутить в рулетик. Глина при этом не ломается и не трескается. Покажу вам свой пробный образец. Здесь я раскатала глину слишком толсто, и в этом была моя ошибка. Как вы видите, все попытки согнуть запеченный образец заканчиваются плачевно. Глина трескается и ломается. Поэтому мой вам совет – раскатывайте эту глину тоненько. Только в этом случае она раскроет все свои свойства. Далее беру пластику вот таких цветов. Отрезаю по небольшому кусочку глины каждого цвета и раскатываю 3 тонких пласта. У меня это все та же 8-я толщина пастомашины. С помощью текстурного листа придаю пластам фактуру кожи. Вот что у меня в итоге получилось. Из каждого пласта формочкой вырезаю по одному цветочку. Надо сказать, эта пластика не особо хорошо режется, когда она сырая. Намного легче ее резать ножницами уже после запекания. Беру люверс и с помощью него вырезаю кружочки. Отправляю вырезанные детали запекаться. На запеченные полоски глины накладываю заранее подготовленный шаблон. Обвожу его специальными чернилами по коже. Вырезаю детали браслета по намеченным линиям. В результате у меня получились 2 одинаковые полосочки. Это будет основа браслета. Когда цветочки запеклись и остыли, подрезаю их ножницами, чтобы убрать все неровности, которые мне не удалось срезать каттером. На одной из полосок по линейке провожу линии, отступая от края 3 мм. Нахожу центр полоски и отмечаю его чернилами. Приступаю к сборке браслета. Беру иголку с ниткой и прокалываю центр полоски таким образом, чтобы узелок оказался с изнаночной стороны. Беру один из цветочков и иголкой прокалываю его центр. К центру цветочка пришиваю деревянную бусину.
К браслету я пришиваю только центр цветочка. Лепестки не пришиваю, они остаются свободными. Отступаю от цветочка 3 мм и пришиваю кружочек желтого цвета. К центру кружочка пришиваю деревянную бусинку. Теперь пришиваю цветочек зеленого цвета. К центру цветочка также пришиваю деревянную бусинку. По такому же принципу собираю оставшиеся части браслета. Вот что у меня получилось в итоге. Маленьким люверсом пробиваю отверстие с одного и с другого края браслета. По линейке через каждые 3 мм делаю отметки по краю браслета. Беру вторую полоску и кладу ее на рабочую поверхность фактурной стороной вниз. Сверху кладу полоску с цветочками. Петельным швом сшиваю 2 полоски. Иголка хорошо входит в пластику, и глина при этом не ломается и не крошится. Лично у меня создалось впечатление, что я шью плотную ткань. Настоящее чудо, а не глина. Я в восторге от ее удивительных возможностей. Острые уголки браслета срезаю ножницами. Делаю их более округлыми. Уголки также обшиваю петельным швом. Влажной салфеткой стираю разметку. Она мне больше не нужна. Люверсом прорезаю отверстие в полоске, которая находится с изнаночной стороны браслета. На этом этапе я решила сделать еще по 2 отверстия с каждой стороны браслета. В итоге у меня получилось вот так. В отверстие я вставила люверсы подходящего размера. Теперь беру шнурок и вставляю его в люверсы. Застежка у моего браслета будет в виде шнуровки. Лишние концы шнура отрезаю. На шнурки нанизываю деревянные бусины и завязываю узелки. Мой браслет готов. Эта глина открывает огромный простор для творчества. Настоятельно рекомендую попробовать эту новинку. А если вам понравился этот мастер-класс, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, а также на мою группу ВКонтакте. Ссылку на нее вы найдете в описании под видео. Творческих успехов и до новых встреч!